Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Переломный июнь 2025 года. Таро расклад. Какая тайна откроется для вас в июне? Что ждать от месяца июня и что вас удивит? И три важных события. Мы достанем три карты. Что же случится, что произойдет в июне? Давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами. Астрологически же это прекрасное время, мои дорогие, июнь. Это ваш знак зодиака. 6 числа входит планета Юпитер. Мы знаем, что это планета подарков, счастливых каких-то возможностей, более позитивного взгляда на жизнь. И когда действительно вы многое можете осуществить. Вот такая перезагрузка. И это не есть только один месяц. Юпитер пробудет в первом доме вашего гороскопа. Это дом нашей личности или нашего «я», оказывая и помогая вам, оказывая влияние на вашу жизнь, чтобы что-то действительно было с правильной ноги, чтобы вы были счастливы. Ну, и это продлится год по июнь 2026 года. Далее он никуда не уйдет, он еще перейдет во второй дом вашего гороскопа, уже продолжит еще на год пребывание и где-то менять будет вашу жизнь, но это будет концепция финансов. Поэтому, если мы говорим о благополучии, ну и, понятно, деньги – один из способов взаимодействия с миром. Прекрасное время для вас наступает на такой продолжительный период. Самое время быть счастливым, хочется мне сказать вот так. И не пренебрегать сентиментальными отношениями, это как подсказки звездного расписания. Заботьтесь в целом о своем общении, и вы увидите, как возникают более приятные возможности или буквально открываются двери. Поэтому от контактов не закрываться. И переменность вот этого месяца заключается в изменениях самой сути тех вопросов, которые мы ставили прежде. Может быть, мы хотели что-то осуществить, вероятно, даже не задумывались, но мы видели свою концепцию. Или были даже готовы заплатить за что-то цену, да? Как мне получить, осуществить что-то именно так, как я бы этого хотел или хотела? А тут другой вопрос. Как мне так провзаимодействовать, чтобы себе не навредить? Вот это, наверное, как ключевой вопрос. И он может означать перемены в нашей жизни или может стать июнь перезагрузкой между прошлым и будущим. Мы готовы в целом в дипломатии. И Юпитер в вашем знаке зодиака для всех нас абсолютно открывает доброе время возможностей. Мы способны к диалогу, мы способны договариваться. И даже попадая в кабинеты чиновников, можем надеяться на то, что нас будут готовы услышать. Это тоже немаловажно. Ну ладно, идем дальше. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылку в описании под видео. Вообще прочитать, что для вашего знака зодиака, там по всем знакам зодиака, до конца 2025 года какие энергии. Вот месяц июня, месяц июль будет во многом определять последующую траекторию. Ну, там есть разные позиции. Я думаю, прочитайте статью, и вам это как-то будет полезно. Первая карта. Что случится или произойдет? В какой из сфер жизни вы будете принимать важные решения? Что вас удивит? Кто или что появится неожиданно? И к чему это все идет? Хочу перемешать. И следующая карта. Что исполнится? Какая тайна откроется? Чего ждать от июня, вот так в целом? И что будет продолжено, имеется в виду, с заходом на июль месяц? И три важных события мы сказали. Достанем три карты. Какой-то выбор или выход, я бы сказала, из тупика, мои дорогие. Перевернулась сама карта, значит, кому-то это важно услышать. И вы, вот обратите внимание, правда ведь, представьте, что это вы стреляете этими дротиками по мишени. И прежде чем вы бросите его, ну тут у нас ножи, по-моему, ну неважно, мы хотим попасть в центр, в яблочко, правда? Перед тем, как мы бросим, мы прицелимся. И часто, чтобы прицелиться лучше, мы словно так это полшага назад делаем. Поэтому не бойтесь.
Если даже вам нужно какой-то запасной аэродром продумать, значит, это необходимо сделать. Или уделить внимание. Здесь у нас вообще с закрытыми глазами, не прицеливаясь, но тем не менее, с закрытыми глазами мы вряд ли куда-то попадем. Поэтому, хотя это Таро ведьмочек и вроде как получается, но все же быть реалистом. К этому призывает карта. Для того, чтобы какую-то решить или вопрос, или застарелую проблему, или самому часто двойка мечей – это как тупик, и пора выходить. Но есть и другое значение, словно мы куда-то шли, и вот мы дошли, да, до той стены, в которую мы упираемся, и нам с этого момента либо направо, либо налево. То есть какой-то выбор придется делать. Пусть это не касается всех, но для кого-то, может быть, это как основная концепция всего нашего расклада. Но первая карта, первое важное событие, с чем это связано. Или сфера жизни, может быть, информация, может быть, и человек. Второе важное событие. И третье важное событие. Что же случится или произойдет? Или мы говорим важные решения. Действительно, королева мечей – это прообраз Юдифи, которая надеялась сама на себя. И счастье и удача любят тишину, поэтому она, когда отправлялась в свой исторический поход, никто не знал, куда она пошла, что она намеревается делать. И даже служанку, которую она взяла с собой, ей не было сказано, что она будет делать. То есть просто беспрекословно-то и подчинялась. И вот, может быть, вот это молчание, часто эта карта говорит буквально, вам оно помогает. Но и вот эта надежда на самого себя, когда мы готовы к любым неожиданностям. Вот что случится или произойдет, хладнокровие вообще. Это карта интеллекта умного человека и одновременно, когда мы слушаем свою интуицию. Это все очень вам соответствует. Единственный момент, вы все же люди, которые больше наполнены эмпатией. А здесь человек достаточно хладнокровный. Может быть, и есть какая-то ситуация, действительно, когда вам нужно с этим разобраться. Или сделать какой-то выбор. Тогда нам карта будет давать подсказку, не слушая советы посторонних. Вот есть тот вопрос, который, мои дорогие, должны решить вы сами. И если он лежит в концепции какого-то дела, тут надо просчитать, именно просчитать. Или если он касается отношений, ну, наверное, эта карта все равно говорит, подумай более рационально, нужно, не нужно, куда идут эти отношения. Может быть, это тоже некоторый тупик, да? Я пытаюсь соединить вот эти две карты. Как известно, из Ветхого Завета Юдифь освободила свой народ. Да это был полный тупик. И что-то подобное пусть вас касается лично, или вашей личной жизни, или вашего труда, вашей занятости. Вот с чем-то нужно. Как будто пришло время разобраться, все расставить по местам. Что же вас удивит? А вы знаете, может быть, у вас будет состояние, словно открылись глаза. И, кстати, Юпитер в вашем знаке зодиака первое, к чему призывает, это быть добрее к собственной душе. Это себя не загонять в какие-то рамки. Наоборот, от этих рамок освободиться или уйти из прежней нашей парадигмы взглядов на жизнь. Это благоприятное время для Соломонова решения, это правда. И любое Соломоново решение требует позитивных эмоций в отношении нас самих. Где-то и милосердия тоже. Может быть, и есть те ситуации, которые мы изменить не можем. Ну, тогда не нужно об этом горевать. Нужно принять как то, что, ну, не сделать не в нашей власти, а обустроить как раз жизнь в тех моментах, на которые мы можем повлиять. И я бы сказала, что если приходится делать выбор, то добрая энергия июня вам дает возможность сделать его не на эмоциональном надрыве, когда и нас словно ломает изнутри, а через умение договориться, услышать друг друга. Может быть, и проговорить некоторые темы, когда для нас проясняется какой-то вопрос. Но в этой колоде карты всегда это девятка мечей, это как карта искаженного восприятия. Чаще в колодах Таро глаза закрыты. Ну вот у нас женщина бежит буквально с закрытыми глазами. Ну куда мы можем попасть с закрытыми глазами? Мы можем оступиться, мы можем не увидеть какого-то подвоха. Мы вообще неправильно оцениваем ситуацию. Это карта внутренних
сомнений, потому что смотрим вглубь себя. Настал тот период, когда нужно перестать что-то анализировать из прошлого, а вот именно открыть глаза, как королева мечей, и так беспристрастно кинуть взглядом, что меня окружает, какие люди, какая обстановка, какие мои возможности, и на что-то решиться. Кто или что появится неожиданно. Тут может быть продолжен какой-то контакт или ключевое партнерство, скорее всего, с тем человеком, которого вы уже знаете. Двойка пентаклей часто изображается как жонглер. Есть такой смысл быть легок на подъем. Не застревай, кстати, в каких-то прежних взглядах на жизнь. Жонглер. Тут именно придется, может быть, жонглировать как и обстоятельствами, может быть, и некоторыми контактами тоже, встречаться с людьми, договариваться, слушать, что они говорят, но делать выводы самому и надеяться на самого или на саму себя. Но я тут вижу, продолжение все-таки следует, но тоже может быть перезагрузка, когда вам или от вас потребуется рассмотреть какие-то новые грани либо взаимодействия с конкретным человеком, с организацией или с новыми возможностями. И по двойке пентаклей к нам опыт приходит через пробу. Может быть, это проба как пера, да? Есть такое выражение. Но это мы опробуем, примеряя на себя. Словно прицеливаемся, опять же, да, к тому, что мы, как мы будем себя в этом ощущать. Или получится ли у нас какое-то продолжение. Получится ли у нас этим методом решить тот или иной вопрос. Вот такие осторожные шаги через опыт вам дают, может быть, более рациональное видение. Но тут не все мы можем проанализировать, а что-то именно лежит через взаимодействие в плоскости. Поэтому будьте готовы, может быть, и принять даже на время, пускай, чье-то предложение, чтобы для самого себя открыть какие-то новые перспективы. Все-таки мы ловкость больше, здесь силу набираем по этой карте, и это как кто или что появится неожиданно. Значит, я могу такое допустить. Что-то и не прекращалось. Скорее всего, будет продолжено. Но вы, ваша задача, это рассмотреть с какого-то нового ракурса. К чему же это все идет? А здесь по закону прямо какая-то перезагрузка у вас. Карта Иерофант. И, безусловно, эта карта как и учителя, так и ученика. Это и мы готовы учиться чему-то новому. Для вас это возможность получить важные документы или провести важные согласования, встретиться с чиновниками, может быть, узнать в инстанции, как работает порядок, закон в отношении вас. Самому где-то мы закон не нарушаем по этой карте и ни с кем не спорим. Если мы не можем согласиться с чиновником в одном кабинете, надо попробовать зайти в другой кабинет. Здесь мы можем, есть риск застрять, если мы будем кому-то что-то доказывать. А вот тут самому, мои дорогие, все карты говорят о чем? Смотрите, с учетом двойки пентаклей. Даже если вы за собой никогда по части лицедейства никаких талантов не замечали, будьте актером, правда? Все карты нам говорят о том, что есть то, что для вас важно, и оно должно быть сохранено. Но вот это важно. Каким образом переложить на нашу реальность? Каким методом пользоваться? Вот это непонятно. Или как взаимодействовать со всеми остальными, поэтому мы учимся. Может быть, и буквально актерскому такому мастерству придется учиться, иногда помогает в нашей жизни. А может быть, и для вас еще эта карта будет одновременно говорить. Когда ты рассматриваешь вот новые грани сотрудничества, ты тоже учишься, и этим самым ты заработаешь уважение. Это где-то карта уверенности, успеха. Когда это, знаете, как узаконенные какие-то позиции к вам приходят. То есть это для вас будет не просто каким-то новым ориентиром, а стабилизацией вашей жизни. Может быть, и для кого-то из вас сейчас вы уже обдумываете, оформить отношения иногда по аркану Иерофант, даже личная жизнь, когда мы рассматриваем бракосочетание. Ну, может быть, кто-то и бракоразводный процесс, все же мы все разные. Но это тоже больше ясности в нашей жизни, потому что мы сделали, оформили какую-то бумагу по закону. Или любые другие бумаги. У кого-то по работе это может быть, или построение карьеры. А если вы принадлежите к преподавательскому составу, ну, значит, знаете, тут тоже могут быть некоторые метаморфозы. И, к примеру, меняется что-то в вашем коллективе. Держите руку на пульсе, чтобы знать наверняка,
может быть, меняется именно как коллектив сам, какая-то персона хочет уйти, допустим, вакансия будет. Но все зависит от ваших именно поставленных целей. И вот этот реализм вам помогает правильно оценить обстановку и правильно, опять же, провзаимодействовать. Что же у вас исполнится? Перемены на пороге. И все то, что я говорила до карт. Карта успеха, по сути дела, и карта быстроты, скорости. Может быть, вам придется быстро собраться, куда-то поехать, в местности конкретной будете решать вопрос. Но карта нам говорит, это старший аркан, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Это карта новых возможностей. Это карта, знаете, оптимизма, карта позитивного отношения к жизни. Это карта жизненных сил, когда нам хочется не оглядываться как раз, не анализировать до бесконечности, а просто изменить свою жизнь к лучшему. И словно высшие силы вам в этом помогают. Что исполнится? То, что вы сами поставите себе, ну, как, пусть это будет для вас как план или ключевое событие, а после отрегулируете методы. И вот нет ничего невозможного. Вам в этом помогут высшие силы. Но и правда для вас ведь позитивный период жизни. Я об этом уже говорила. И эта карта часто символизирует последующий успех. Поэтому не бойтесь закрыть дверь в прошлое. Ведь карта и говорит, встречай все новое, что приходит на твой порог. И вот когда ты едешь на этой колеснице, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Вот поэтому много что может исполниться. Какая тайна откроется? Еще один старший аркан, башня. И это карта отчасти трансформации. Здесь действительно карта откроется, у вас глаза словно откроются. На те события, на тех людей, которых вы считали чем-то неотъемлемым, может быть, как часть вашей жизни. Или ваши какие-то постулаты жизненные, принципы, они тоже будут меняться. Вот то, что было для нас, как вот это дерево, да, словно нам казалось, дуб такой вековой стоит и еще 100 лет простоит. От попадания молнии разрушается. Оказался, нет, не жизнеспособен, трухлявый. Вот и вы тут можете тоже принять во внимание, что, может быть, кто-то и из людей, кому вы перестанете доверять, пересмотрите. Или, может быть, внешние какие-то события. Все же чаще эта карта будет говорить именно о внешних каких-то, либо информации, либо о том, что происходит даже в мире. Может быть и так. У кого-то меня смотрят люди из разных стран. И внешняя ваша именно обстановка, вы-то на нее не влияете, а учитывать ее приходится. Но тут даже хоть камни с неба, но вам во благо. Потому что если мы спросили, какая тайна откроется, так вот как раз что-то подобное, как метаморфоза, или то, что, ну, чего вы не ожидали именно в событиях внешних, для вас открывает, что же было на самом деле. Или что же на самом деле происходит, какова на данный период времени реальность. И вот эта трансформация, она ведет к выздоровлению практически так. Но это не происходит просто, знаете, как легко. Мы меняем наши взгляды, отношение к людям, отношение к жизни. Но, видимо, для того, чтобы добиться успеха, сделать это совершенно необходимо. Чего ждать в целом? Прекрасная карта, смотрите. От июня месяца. Да, тут какая-то многозадачность может быть. Много работы, кстати, будет. Но в этой колоде карт десятка жезлов, как вот двое, посмотрите, корзины с арбузами несут. Мы часто говорим, что это карта усталости. А вот здесь нам показано, что нет, моя ноша не тянет. Значит, то, что вы себе поставите в приоритет, вы сумеете осуществить. Я уже об этом говорила. Как будто и осталось пройти совсем немного. И буквально тут еще какой-то небольшой период времени или какая-то дорога. И у вас все встает на свои места. Поэтому чего ждать от июня? Скорее всего, и работа будет, ну и деньги будут. Но это ведет, как и успеху. Тут, понимаете, ничто не случается напрасно. И вы можете потом понять, зачем мне нужно было проходить какой-то период. Или для чего мне была нужна вот эта самая перезагрузка. Или для чего мне были нужны какие-то отношения, может быть и согласования. Или определенный период работы на конкретном месте. Или документы. Тут, знаете, все выстроится в один красивый узор.
Но, может быть, не совсем еще это в период июня, а постепенно. У вас дистанция достаточно. До конца года у вас будут преобладать вот эти добрые энергии. Но, может быть, в июне увидеть самого себя, собственное желание. Быть добрее к самому себе, мои дорогие. Вот с этого начинаются добрые, счастливые перемены. Давайте узнаем, какой же там у нас заход идет на июль. А правда, тут у нас еще колесо фортуны. И колесо — это всегда цикличность. Мы знаем, оно идет наверх, но потом как бы остановка происходит и неизбежный спад. Такова наша жизнь. По колесу фортуны с учетом июля, если тут надо быть готовым к неожиданностям, это правда, потому что в июле месяце, как Юпитер входит в ваш знак зодиака, так и в июле месяце Уран сделает первый пробный заход в знак зодиака Близнецы. И мир ожидает, как и изменения систем взаиморасчетов, как новых технологий, как, может быть, и по части обучения, пересмотра вообще концепции обучения. Может быть, это будет еще и связано с открытием каких-то новых вообще космических технологий. Но все то, что касается перемещения или контактов, информации, или взаимодействия друг с другом, здесь мы все ожидаем перемен. И я должна сказать, вот этот первый заход, он продлится до ноября. Поэтому с июля до ноября будет такой период, когда мы можем для себя выстроить, с чем у нас будут связаны последующие 7 лет. Или будьте внимательны, какие вопросы вам, возможно, придется так в целом решать, или что о себе может напоминать, потому что после, с ноября, в ноябре это произойдет, Уран вернется еще в знак зодиака Телец, и это где-то будет оказывать на вас тоже влияние, потому что Уран в Тельце первыми чувствует знаки зодиака стихии Земли и воды. И те процессы, которые Уран запустил с 2018 года, находясь в знаке зодиака Телец, он должен завершить. Поэтому как заключительный аккорд он может быть где-то с конца ноября до апреля 2026. А вот уже с апреля 26 и на последующие 7 лет это Уран в Близнецах. Поэтому здесь, знаете, как и подсказки будут с июля по ноябрь, так и потом с более правильной ноги вы можете до апреля 2026 упорядочить буквально вашу жизнь. Но здесь ведь колесо фортуны — это не теряй возможности сегодняшнего дня. Решайся на что-то или решай какие-то вопросы, не откладывая на потом, потому что это сама удача пытается войти в вашу жизнь. Ну и понятно, как в поговорке «куй железо, пока горячо». Важные события давайте с вами рассмотрим. И первая карта — двойка жезлов. Ну вот есть как двойка пентаклей, двойка жезлов. Все же присутствуют еще в июне те взаимоотношения, которые для вас важны. Или имеет значение концепция работы именно, да, или ваших методов, то, что, как вы делали прежде. Я могу сказать, что вы на это можете опереться, поэтому это вам какую-то платформу, подушку безопасности может создать, но все равно идти вперед придется. Может быть, для кого-то и проигрывается. Время словно затянулось, я хожу вот от одного жезла к другому, и мне уже хочется быстрее выйти из этого тупика. Но, тем не менее, это, знаете, это сила желания. Вы можете строить планы. Вот какое важное событие. В каком-то новом ключе пойдут ваши планы. И это не просто, знаете, какой-то план ни о чем. А нет, тут тезис-план. Конкретно ваши действия и как конечная точка маршрута. Если вы себе цель, намерение поставите, для вас нет ничего невозможного. И где-то карта об этом и говорит. Используй это время, чтобы определить, какого качества жизни ты хочешь достичь. Второе важное событие. Ну, вторит эта карта предыдущей, потому что карта отшельник, 9-й аркан. С одной стороны, тут вдумчивость, безусловно, проходит, потому что отшельник — это мудрец. И вроде бы и уединение какое-то совершенно необходимо, но не на постоянно, на определенный период. Отшельник все-таки он идет, он движется, но он неторопливо. Он поставил для себя какие-то важные вопросы, то, что он хочет достичь. И при этом он готов взаимодействовать с окружающими. Но если сказать, что мы начинаем быстро участвовать в чем-то, или вот эти
двое, которые несут арбузы, да, они свои арбузы несут, они не чьи-то несут. Именно в этой карте. Это им важно это донести. Поэтому вот то, что будет важно вам, вы будете определяться, что же для вас по-настоящему важно, перспективно, или то, что служит вашему прогрессу. И после этого осторожные, может быть, и действия. Все же девятка говорит, нам есть на что опереться, или ты сделал все, что мог. Поэтому сказать, что с учетом аркана колесница мы притягиваем что-то искусственного из прошлого и пытаемся в эту реку войти в дважды, нет. Скорее по отшельнику мы оставляем все как есть и идем вперед. Вот какие-то важные такие решения у вас действительно будут в июне. Третье. Важное событие, и королева жезлов – это карта сильного человека, но может быть, кстати, у кого-то проигрывается, как по жезлам, это знаки зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеют там асцендент, или даже по Луне. Вот, кстати, по Луне могут быть такие люди, но, к сожалению, не все далеко знают свой асцендент и Луну, по Луне точнее, да, когда они родились, потому что нужно знать четко время рождения. Ну, не каждый это знает, и здесь погрешность. Но может быть тот человек, который в этих энергиях. Это притягательные люди, с которыми хочется дружить, продолжать общение. Это несколько людей на своей волне, но их опыт, послужной какой-то предыдущий список проб и ошибок или каких-то превратностей судьбы сделал их максимально устойчивыми. И, кстати, молчаливыми тоже. Тут может быть двое молчаливых людей. Неважно, что у нас в две королевы выпало, а меня смотрят мужчины. Нет, мы говорим об архетипах именно, потому что король жезлов имеет другой архетип, точно так же, как и король мечей. Но вот это где-то осторожность, умение хранить молчание, надеяться на саму себя или на самого себя, да, перекладывайте на себя. И когда мы правильно умеем работать с информацией, и одновременно правильно распоряжаться деньгами. Деньги не на последнем месте. Вот какие-то могут быть подобные люди, персоны в вашей жизни. Может быть, это контактные лица, которые вы уже с ними знакомы. Но и по этой карте вот те энергии, которые я перечислила, это где-то и вам приглашение быть в подобных энергиях. И все очень стыкуется с королевой мечей. Но если здесь рационализм, то здесь уже сила, желание. И я так вижу. Третье, важное какое-то решение или событие ваше, мои дорогие, это когда вы на что-то решитесь. Вы с чем-то определитесь. Изменить качество жизни. Все же королева жезлов умеет жить. Она умеет себя радовать. Она себя в рамки умеет не загонять. Если нужно, она отдохнет. Если она видит какое-то перспективное для себя дело, она обязательно будет просчитывать, где-то взаимодействовать со всеми. Она больше настроена на контакт. Она не уходит в отшельника. Поэтому, если есть отшельник для вас, то это для себя как какую-то внутреннюю философию разобраться или завершить, чтобы не было вот этой философии на мелком месте, а просто был продолжен какой-то путь. Ведь это философ, который ищет правильные пути. Или как правильно провзаимодействовать с чем-либо, или как достичь чего-либо, или прийти к тому конечному итогу, пункту маршрута, куда он устремился. Вот поставить перед собой правильные цели, хочется сказать, но и какая-то перезагрузка, когда вы меняете отношение к самому себе. Вы более добры к самим себе и высшие силы. Посмотрите, у вас две карты, по сути дела, как фортуны, так и успеха выпадают, и словно они за вас. Вам пытаются помочь, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы. Но, видимо, есть эти жизненные метаморфозы. Относитесь к всему вот именно мудро, вот так, знаете, отстраненно. Потому что когда мы воспринимаем то, что происходит вокруг, очень личностно, или когда мы начинаем обдумывать даже с позиции кого-то другого, допустим, ну, того человека, если это касается личной жизни, мы начинаем анализировать ход его мысли или предположительный, мы все равно втягиваемся, ну, в какой-то, знаете, как белка вот в колесе, есть такое выражение, да, так и мы вот крутим это колесо одинаковых мыслей. А тут нужно отстраненно, с позиции третьего лица, на что-то посмотреть, и, скорее всего, вы для себя увидите там возможности, где
прежде не видели. И именно этому, как и удивитесь, и это будет для вас еще и означать новые возможности. Причем в самых разных проявлениях. Как и в личной жизни, я тут могу такое предположить, как перезагрузка в отношениях, так и, может быть, по части вашей работы и того, чего вы хотите достичь. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.